Сталин. Это человек, споры о котором не заканчиваются до сих пор. Для одних он навсегда останется символом жесткой власти и репрессий. Для других — человеком, который принял страну с деревянной сахой, а оставил с атомной бомбой и статусом сверхдержавы. Но в этом и есть главная сложность. При Сталине страна действительно совершила огромный рывок, и это невозможно отрицать. Была выиграна Великая Отечественная война. Но разговор о нем всегда превращается в разговор не только об истории, но и о том, что мы готовы помнить, что готовы признать и с чем до сих пор кто-то не может смириться. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения «Победа 945». С вами я, Павел Кухаркин, и я вас призываю подписываться после того, как вы смотрите наши ролики. Не забывайте ставить лайки, написать комментарий. В этом выпуске мы разберем одну из самых загадочных личностей нашей истории. Сегодня разберемся, кем был на самом деле Сталин и почему его имя до сих пор вызывает злость у одних, уважение у других, и правдиво расскажем про Иосифа Виссарионовича Сталина. Это будет первая часть, остальные будут позже, поэтому точно подпишитесь, чтобы не пропустить. Поехали! 5 марта 1953 года в Москве остановилось время. Еще вечером по радио шли обычные передачи, работали заводские смены, в коммунальных квартирах спорили о ценах и о футболе, а утром люди уже стояли возле репродукторов и слушали тяжелый голос Юрия Левитана. Сообщение было коротким. Умер Иосиф Виссарионович Сталин. Последние дни он провел на ближней даче в Кунцево. Рядом находились люди, которые еще вчера называли себя его ближайшими соратниками – Берия, Маленков, Хрущев и Булганин. Уже потом вокруг смерти Сталина появится огромное количество слухов, версий и политических спекуляций. С годами отношение изменилось. Запад начал снимать сатирические фильмы, в интернете появились мемы. Это неминуемо для фигуры такой величины. Сам Сталин, кажется, прекрасно понимал, что после смерти вокруг его имени начнется борьба. Не случайно ему приписывают фразу про гору мусора, которую нанесут на его могилу, а потом ветер истории все это развеет. Это звучит почти как завещание человека, который знал, что его будут судить не только современники, но и несколько поколений после них. Скажу от себя, мое отношение к Сталину менялось с годами. И причем менялось в лучшую сторону. Сколько бы ни пытались в учебниках очернить его имя, когда копаешь глубже, понимаешь чуточку больше. И вообще запомните главный принцип. Не совсем правильно судить о многих вещах прошлого с колокольни нашего времени. Но в марте 1953 года страна думала не об этом. Для миллионов людей умер человек, при котором Советский Союз прошел путь от разрухи после гражданской войны до мировой сверхдержавы. Его называли отцом народов, и для многих это было не просто газетное выражение. При нем они жили, работали, воевали, теряли близких, строили заводы и видели, как страна превращается в силу, с которой считался весь мир. К колонному залу Дома Союзов шли огромные очереди. Люди ехали со всей страны, рабочие, фронтовики, офицеры, ученые, женщины с детьми. Многие плакали искренне. Эту деталь потом часто будут обходить стороной, потому что она как бы плохо укладывается в простую схему, где вся страна только боялась и молчала. Но мы разберем и этот нарратив. Через несколько лет начнется совсем другой разговор. Те самые люди, которые годами сидели рядом со Сталиным на заседаниях Политбюро, они будут рассказывать стране уже совсем другую историю. И под страхом этой бессмертной толпы как раз начнут выносить тело, которое еще недавно хранили всем народом. Историю про культ личности, страх и тиранию особенно будет стараться рассказывать Никита Хрущев. Человек, который при Сталине сделал карьеру, руководил Украиной, входил в высшее руководство страны и никогда не выглядел борцом против системы. Но проблема была куда более широкой, чем просто личная неприязнь партийных вождей к лидеру. Уж слишком многое в Советском Союзе оказалось связано именно со Сталиным. Слишком большой получалась фигура вождя народов, и уж больно мелко остальные выглядели на его таком массивном фоне. И по факту раскрылось их реальное отношение. Но чтобы понять, кем Сталин был на самом деле, нужно на время убрать позднюю политическую шелуху и хрущевскую, и либеральную, а нужно посмотреть на его путь целиком. От бедного грузинского мальчишки из Гори до верховного главнокомандующего, чьи решения определяли судьбу фронтов, континентов
и, не побоюсь этого слова, всего мира. Вот такой вот социальный лифт построил человек. Йосиф Джугашвили родился 6 декабря 1878 года в Тифлисской губернии в Горе. Небольшой грузинский город тогда жил ремеслом, рынком и тяжелым повседневным трудом. Утром открывались сапожные мастерские, на улицах спорили торговцы, в пыльных дворах стучали молотки кузнецов. Жизнь там была небогатая, тесная и очень такая приземленная. И тогда не было массового футбола или КВН, чтобы выбиться в люди, а потом стать политиком, как их заведено сейчас. Люди редко рассуждали о политике и еще реже говорили о мировой истории. Они думали о работе, хлебе и о том, как прожить следующую неделю. Семья Джугашвили ничем особенным среди тех семей не выделялась. Отец Виссарион Джугашвили трудился сапожником. Человеком был резким, вспыльчивым и очень тяжелым в быту. Мать Екатерина Георгиевна Геладзе всю жизнь стирала чужое белье и зарабатывала копейки тяжелой работой. Но именно она стала человеком, который буквально вытолкнул сына из той жизни, в которой существовали сами родители. До рождения Иосифа семья уже потеряла двоих детей. Сосо, как в ранние годы мать называла Сталина, остался единственным выжившим сыном. Екатерина Георгиевна потом держалась за него с почти болезненным упорством. Она хотела только одного – чтобы мальчик учился. И он действительно учился блестяще. В Горийском духовном училище Джугашвили быстро оказался среди лучших учеников. Сохранились ведомости с оценками. Особенно сильным он был в русском языке, литературе и церковном пении. Книги для него быстро стали не школьной обязанностью, а способом выйти за пределы той жизни, которая его окружала в горе. Джугашвили читал много и жадно, и не только церковные тексты. Он перечитывал Виктора Гюго, Чернышевского, Дарвина, Плеханова и других. Позже в библиотеке Сталина найдут сотни книг с пометками на полях. Эта привычка появилась еще тогда. Спорить с текстом, подчеркивать, возвращаться к прочитанному и запоминать самое главное среди массы отвлекающих деталей. В детстве он тяжело переболел оспой, и следы болезни останутся на лице навсегда. Потом будет травма руки после столкновения с экипажем. Кстати, травму руки потом будет так преподносить и Ельцин, кося под Сталина. Рассказываю историю, как он подорвался на гранате, они где-то там... Но ладно, это мы опустим. Мать хотела видеть сына священником. Для бедной семьи это был почти единственный шанс подняться выше ремесленного существования. В 1894 году Джугашвили поступает в Тифлисскую духовную семинарию. И вот там жизнь начинает разворачиваться совсем в другую сторону. Тифлисская семинария конца 19 века была местом жестким и замкнутым. Но именно в таких местах подпольные идеи распространяются быстрее всего. Марксистские кружки в Тифлисе росли очень быстро. Запрещенные книги передавали из рук в руки. Читали ночами, прятали от инспекторов. В документах семинарии фамилия Джугашвили появляется регулярно. Нарушение дисциплины, хранение нелегальной литературы, контакты с неблагонадежными учениками. Именно там и появляется Коба, первое революционное имя Сталина. Имя он взял из романа Александра Казбеги «Отцы-убийцы». Герой книги был человеком жестким, упрямым, живущим по собственным правилам. Молодому Джугашвили этот образ явно был близок. В 1898 году Джугашвили вступает в тифлисскую организацию РСДРП. К этому времени он уже не просто читает запрещенные книги, а работает в подпольных кружках, ведет агитацию среди рабочих и участвует в нелегальных собраниях. Последствия такой деятельности не заставляют себя долго ждать. В 1899 году его исключают из семинарии. Формальным поводом стала неявка на экзамены. Но в действительности семинарское начальство давно понимало, что Джугашвили уже ушел в революционную среду окончательно. И от таких студентов лучше раньше избавиться, чем проблемы перейдут на учреждение. Можно сказать, что записали его во враги народа. После исключения он некоторое время работает в Тифлисской физической обсерватории. Спокойная работа с метеорологическими наблюдениями, таблицы, записи, но долго оставаться обычным служащим он уже не мог. Хотя надо сказать, что именно при нем, при Сталине, была заложена космическая программа СССР. Кавказ с начала 20 века бурлил. Баку жил с тачками, подпольем, нефтяными деньгами, постоянными столкновениями между полицией, между рабочими и организациями. Именно там начинается превращение Кобы в профессионального подпольщика. Аресты, ссылки, побеги идут один за другим. Его задерживают, этапируют в Сибирь, ставят под надзор, и почти каждый раз он возвращается обратно.
Нужно понимать важный момент, что подпольная жизнь в Российской империи не была красивой романтической повестью. Она постоянно сопровождалась ночными арестами, постоянной слежкой, предательствами и убийствами революционеров. Именно там у Джугашвили появляется та осторожность, которую потом будут вспоминать все его современники. Он очень редко говорил лишнее, долго слушал, хорошо запоминал людей и постепенно учился главному – жить внутри борьбы за власть, где ошибка почти всегда заканчивается летально. К началу 1920-х годов Джугашвили уже давно перестал быть кавказским подпольщиком Кобой, которого знали только внутри партийной среды. За его плечами были революция, гражданская война, работа по национальному вопросу и участие в обороне молодой советской власти. В апреле 1922 года Сталин становится генеральным секретарем ЦК РКПБ. Когда эта должность еще не выглядела вершиной власти, многие считали ее скорее тяжелой организационной работой, которая сопровождалась подбором кадров, назначением на должности и руководством партийным аппаратом. Иными словами, ежедневная работа с документами. По сути, для современного поколения скажу, что это такой офис-менеджер. Но именно там Сталин начал выстраивать свою систему управления. Это очень важный момент, который потом часто сознательно упрощали. В поздней хрущевской версии все выглядело почти карикатурно, будто вот Сталин просто перехитрил остальных большевиков и постепенно захватил власть. Но это абсолютно не так. После гражданской войны страна находилась в тяжелом состоянии. Разрушенная экономика, транспортный коллапс, голод начала 20-х годов, национальные конфликты, партийные споры, усталость всего общества от постоянной мобилизации. Внутри самой партии тоже шел очень жесткий спор о будущем страны. После смерти Ленина 21 января 1924 года этот спор перестал быть теоретическим. Началась реальная борьба. С одной стороны был Лев Троцкий, один из самых ярких, сильных ораторов революции. Человек огромных амбиций и сторонник идеи мировой революции. Троцкий считал, что Советский Союз не может долго существовать изолированно и должен постоянно поддерживать революционные процессы за пределами страны. В его работах начала 20-х годов эта мысль проходит постоянно. Все подробно рассказано в романе Оруэлла «Скотный двор» про Обвала и Наполеона. Но Сталин смотрел на ситуацию иначе. Для него после гражданской войны главным вопросом была не мировая революция, а выживание государства. Именно тогда появляется сталинская формула о возможности построения социализма в одной стране. Сегодня эта фраза звучит почти как школьный термин из учебника, но в середине 20-х был колоссальным. Речь шла не о теоретической дискуссии кружка марксистов, а о том, куда пойдут ресурсы страны и что будет строить советская власть. По факту страна в тот момент реально сохранилась, не дав революции окончательно ее добить. Троцкий видел СССР частью непрерывного какого-то мирового революционного процесса, а Сталин все больше смотрел на Советский Союз как на государство, которое должно прежде всего выстоять само. Именно здесь потом многие историки, включая Фурсова и Спицына, увидят главный перелом 20-х годов. Тут начнутся переписи заповедей, но Российская империя уже в другом формате продолжила жить, показав, что революционный курс не жизнеспособен и утопичен. Сталин очень хорошо чувствовал, что время работает против Советского Союза. Страна отставала промышленно. Армия после гражданской войны требовала огромного переустройства. Инженерной школы почти не было. Огромная часть населения жила деревней 19 века. А вокруг находились государства, которые совсем не собирались мириться с существованием нового советского проекта. В середине 20-х Сталин начинает постепенно собирать управляемую вертикаль власти. И именно тогда у него появляется репутация человека, который умеет работать с системой лучше остальных. Это, кстати, очень раздражало противников. Троцкий был блестящим оратором. Каменев и Зиновьев прекрасно выступали публично и были близки с Лениным. А Бухарин считался одним из самых главных партийных теоретиков. На их фоне Сталин внешне выглядел гораздо менее эффектно. И к концу 20-х годов троцкистская оппозиция постепенно проигрывает. В 1927 году Троцкого исключают из партии, позже отправляют в ссылку, а затем высылают из СССР. Каменев и Зиновьев теряют влияние, Бухарин еще некоторое время остается заметной фигурой, но общий курс партии уже определяет Сталин. Именно в этот момент начинается поворот к тому СССР, который позже
узнает весь мир. Возвращается настоящая Россия с ее привычной вертикалью, которая была еще при Петре I, Александре и Екатерине. Среди монархов начинают как раз вспоминать и Грозного, и Петра I как прототипов образа Сталина. Это собиратель земель, реформатор и жесткий начальник. Отказ от всего царского постепенно заканчивается. Некоторые личности амнистированы. К слову, забегая наперед, Сталин прекрасно понимал, что полностью уничтожить многовековую историю огромной страны невозможно и попросту нельзя. Именно поэтому он в 1941 году и обратился к народу как братья и сестры, снизил давление на церковь и позже вернул офицерские звания. Личности времен империи, будто Кутузов или Суворов, перестали быть в забвении, а стали примерами. К концу 20-х Советский Союз оставался преимущественно аграрным государством. Огромные территории жили почти так же, как и до революции. Машиностроение было слабым. Сложное оборудование закупалось за границей, инженерных кадров хронически не хватало. При этом руководство СССР прекрасно понимало, что большая война с Европой – это лишь вопрос времени. Архитекторы уезжали на курсы в Италию, в США, чтобы привезти туда тот самый сталинский ампир, показать, что красота может быть не только для высшего звена, но и для обычного русского мужика, который спустится в метро или пройдет по улице, а кто-то даже получит квартиры в этих домах. Знаменитые сталинские высотки были адаптированы с американского Манхэттена. Кроме того, были адаптированы различные западные организации, такие как Пионерия или Производство, включая мороженое, тот самый известный советский пломбир. В таких вот мелочах и рушится образ тирана. Его образ — это человек, который хотел построить великое государство и по факту его построил, несмотря на войну и все остальные преграды. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Тогда многие услышали в этих словах жесткую политическую риторику. Но уже через 10 лет Германия действительно пойдет на СССР. И слова про «сомнут» перестанут казаться преувеличением. Первая пятилетка меняет страну буквально физически. По всему Союзу начинают подниматься гигантские стройки. Там, где еще недавно были степь, пустырь или рабочий поселок, через несколько лет уже стояли металлургические комбинаты. Стояли электростанции и заводские корпуса. Города растут с нуля. Стройки просто небывалого масштаба. В СССР резко расширяется система инженерного образования. Открываются новые институты, фабрично-заводские училища и технические школы. Государство буквально выращивает поколение людей, которые должны были научиться работать с современной промышленностью. Очень быстро растет авиационная отрасль. Разворачиваются конструкторские бюро Туполева, Поликарпова, Илюшина. Появляются новые танковые и моторные заводы. Все это позже станет основой военной промышленности СССР. Летом 1941 года выяснится, насколько это было важно. Поэтому, когда позже начали рассказывать, будто СССР победил Германию вопреки Сталину, возникает очень такой простой вопрос. А на чем именно должна была страна побеждать без всей этой индустриализации? К началу Великой Отечественной войны Советский Союз уже был совсем другой страной по сравнению с концом 20-х. Да, с тяжелым, жестким и в отдельных случаях беспощадным темпом, но это уже была индустриальная держава, способная производить танки, самолеты, артиллерию и выдерживать войну такого масштаба, который Европа до этого просто не видела. Давайте сделаем паузу. Российская империя 1913 года была ведущей державой мира. Но Первая мировая, революция и гражданская война стерли все. Не было ничего. Ни одна империя, павшая настолько сильно, никогда в истории не поднималась. Масштаб трагедии, с которой столкнулся Сталин, он просто немыслимый. А если учесть внутреннюю партийную борьбу, людей, которые хотели мировой революции, а не восстанавливать страну. Плюс желание Запада продолжать разрывать Россию, а еще пойти снова войной, то результат просто шокирующий. Про Сталина и его роль в Великой Отечественной войне мы расскажем в другом выпуске. К слову, и США боготворили Сталина до окончания войны. Писали в прессе как о герое, но потом холодная война, развязанная ими же, заставила их начать дискредитацию, которая длится по сегодняшний день. Да и удар по Японии ядерным оружием был не логикой, а попыткой запугать Сталина. Вот такой вот масштаб личности, но об этом позже. Весной 1945 года Красная Армия окончательно ломает хребет нацизму. И что самое важное, как и под Москвой, так и под Берлином советский солдат делает это с теми же словами: «За Родину,
за Сталина. Это четко видно в фильме, который взял Оскар в те годы как лучший документальный. Разгром немецких войск под Москвой. Потом уже десятилетиями будут спорить и врать о Сталине, о цене победы, о репрессиях, о жесткости его власти. Но один факт остается неизменным. Именно при Сталине Советский Союз выдержал удар Третьего Рейха, разгромил сильнейшую армию Европы и закончил войну в Берлине. Сталин прекрасно понимал, какие вызовы стоят перед ним после победы. Для него май 1945 года не был финалом истории. Он понимал, что впереди начинается другая борьба за восстановление страны, за устройство мира и за военную безопасность страны. Именно поэтому восстановление начинается почти сразу. Уже в 1946 году принимается 4-й пятилетний план. Огромные ресурсы идут на восстановление Донбасса, Днепрогэса, металлургии, железных дорог и энергетики. К концу 40-х многие ключевые предприятия уже снова выходят на довоенные объемы. И в этой атмосфере очень важным для Сталина был вопрос дисциплины внутри системы власти. Как вспоминали очевидцы Сталина, он был человеком, напрочь лишенным стремления к обогащению. И страшно порицал подобное проявление в характерах своих подопечных. Сейчас трудно представить, что у руководителя мировой сверхдержавы было всего 2 пары сапог и 3 костюма. Один из них парадный. Но такова реальность. Таким был Иосиф Виссарионович. Но не все разделяли подобные взгляды, за что многие потом и поплатились. Некоторые офицеры, в том числе и очень высокого звания, после окончания войны начали привозить трофейное имущество для личного пользования. Мебель, картины, автомобили, драгоценности. В общем, на радостях победы забыли о коммунистических идеалах и решили уподобиться национальной такой аристократии. Реакция вождя народов не заставила себя ждать. Особенно показательной стала так называемая трофейная история или трофейное дело вокруг маршала Жукова и других генералов в 1946 году. При обыске у маршала нашли некоторые трофейные вещи: меха, ковры, картины, мебель и другие дорогостоящие предметы. При этом важно понимать, речь не шла о попытке представить Жукова преступником или мародером в уголовном смысле этого слова. В послевоенных армиях трофеи были распространенной практикой во всем мире. Но Сталин увидел в этом другую опасность. Он очень не любил, когда высшее руководство начинало чувствовать себя кастой неприкасаемых и сильно отрывалась от земли. Сталин постоянно требовал от руководителей скромности в быту и жестко реагировал на попытки демонстративной роскоши. Голованов, работавший рядом со Сталиным в годы войны, позже вспоминал его быт в Кремле и на ближней даче как очень простой по меркам человека с такой властью. Он это делал не только с коммунистических побуждений о равенстве, а он понимал, что страна уже входила в новую мировую эпоху, в эпоху нового противостояния, которое требовало не меньше мобилизации сознания, чем в годы Великой Отечественной войны. После речи Черчилля, который, кстати, был идеальным карикатурным образом капиталиста тех годов с плакатов, во Фултоне в 1946 году холодная война становилась неизбежной. И главным вопросом сохранения мирового баланса второй половины 40-х годов становится атомное оружие. Август 1945 года показал всему миру новую реальность. После Хиросимы и Нагасаки стало ясно, что страна без собственной атомной бомбы не сможет за себя постоять и, несомненно, угодит под внешнее влияние стран, имеющих такой вид вооружения. Сталин это понял сразу и без промедлений поставил задачу во что бы то ни было овладеть таким типом вооружения. Во главе научного направления становится Игорь Васильевич Курчатов. Организацией проекта со стороны государства занимается Лаврентий Берия. И здесь масштаб задачи был внушительным. Нужно было создать новую отрасль практически с нуля. Физика, реакторы, добыча урана, производство сложнейшего оборудования, строительство закрытых объектов, работа разведки, подготовка специалистов. И все это в строжайшей секретности. Справедливости ради, за основу были взяты разработки немецкого уранового проекта. И это правильное освоение трофеев, за которые не просто так бились при разделе Германии. Курчатов позже вспоминал темп работы как предельный и на грани возможностей. Именно это и характеризовало сталинский подход. И уже 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне проходит успешное испытание первой советской атомной бомбы РДС-1. На этом 4-летняя американская монополия на ядерное оружие закончилась. В мире восторжествовал баланс, и этот баланс, который
как раз сотворил Сталин. И длится он по сегодняшний день. Да и вообще оцените масштаб восстановления страны за 5 лет. К началу 50-х Советский Союз уже выглядел совсем иначе, чем страна лета 45 года. Восстановленная промышленность, огромная армия, атомный щит, влияние в Восточной Европе и во всем мире, статус второй мировой сверхдержавы. И все это было создано за несколько послевоенных лет. Именно поэтому разговоры о том, будто сталинская система держалась только на страхе, плохо выдерживают столкновение с фактами. Сталин был человеком эпохи, которая не принимала инфантилизма и мягкости. Вечером 28 февраля 1953 года на ближней даче в Кунцево снова собрались ближайшие люди сталинского руководства: Берия, Маленков, Хрущев, Булганин. Такие ночные встречи у Сталина были привычны еще со времен войны. Работал он по-прежнему допоздна. Заседания и телефонные разговоры часто заканчивались глубокой ночью. Поэтому разъехались партийные руководители уже под утро 1 марта. Охрана долго не решалась входить без вызова. Это потом многие участники событий будут объяснять страхом потревожить хозяина. И это было действительно частью системы последних лет. Рядом со Сталиным люди очень боялись ошибиться. Только уже вечером 1 марта охранники нашли его лежащим на полу возле дивана в малой столовой. Позже в воспоминаниях сотрудников госохраны останется одна деталь, что часы, выпавшие из рук Сталина, остановились. По официальной версии, у него произошел тяжелый инсульт, но врачей вызвали не сразу. Этот эпизод потом породит огромное количество споров, версий и подозрений, от обычной растерянности окружения до разговоров о сознательном промедлении. Документально доказать многие поздние теории попросту невозможно, но одно известно точно. Несколько часов после удара Сталин действительно оставался без полноценной медицинской помощи. Последние дни проходили тяжело. Дочь Сталина Светлана Аллилуева позже вспоминала его последние часы как мучительные и страшные. Врачи фиксировали паралич правой стороны тела, потерю речи и тяжелое дыхание. 5 марта 1953 года в 21 час 50 минут вождь всех советских народов, генералиссимус Победы Иосиф Виссарионович Сталин умер. На следующий день страна услышала официальное сообщение. И вот здесь очень важно не переписывать историю задним числом. Да, позже отношение к Сталину станет предметом ожесточенной политической борьбы. Но март 1953 года страна встретила не как смерть формального руководителя. Для огромного количества людей умер человек, при котором прошла почти вся их жизнь. Прощание проходило в колонном зале Дома Союзов. Поток людей в Москве был огромным. Очереди тянулись на километры, люди шли часами, чтобы попасть внутрь. В городе началась страшная давка, которая привела к гибели людей. Точные цифры погибших до сих пор окончательно не установлены. Но жертвы были. Маршал Голованов позже вспоминал атмосферу этих дней как почти оглушающую. Москва тогда буквально остановилась. 9 марта Сталина похоронили в мавзолее рядом с Лениным. И почти сразу после похорон внутри руководства начинается борьба за власть. Причем борьба очень ожесточенная. Уже летом 1953 года арестуют Берию. Потом начнется постепенное усиление Хрущева. И именно Хрущев через несколько лет полностью изменит официальный разговор о Сталине. В феврале 1956 года на 20-м съезде КПСС прозвучал закрытый доклад о культе личности и его последствиях. Это был один из самых сильных политических ударов по памяти Сталина за всю советскую историю. И даже после смерти Сталин оставался для новых руководителей политической проблемой. Пока его тело лежало в мавзолее рядом с Лениным, спор о нем нельзя было закрыть. Поэтому в 1961 году его вынесли ночью, тихо, без лишних глаз. Человека, которого еще недавно хоронила вся страна. Теперь старались убрать из главного символического места советской власти. Но убрать тело оказалось проще, чем убрать память. Полностью вычеркнуть Сталина из истории не получилось. Слишком большой оказалась фигура. Когда Джугашвили пришел в руководство страны, СССР был государством, пережившим революцию, гражданскую войну и тяжелейшую разруху. К моменту его смерти Советский Союз обладал мощнейшей промышленностью, огромной армией, атомным оружием и статусом сверхдержавы. Именно при Сталине страна прошла индустриализацию. Именно при нем выдержала удар Третьего Рейха и закончила войну в Берлине. Именно при нем СССР стал одной из главных сил мира. Поэтому споры о Сталине не заканчиваются до сих пор. Слишком многое в 20 веке оказалось связано с его именем. И как бы ни пытались очернить его фигуру, память о его величии и вкладе в нашу историю живет по сей день.
И только на его могиле у Кремлевской стены каждый день стоят живые цветы. И приносят их люди. Простые люди. Друзья, у нас будет еще минимум одна часть про Иосифа Виссарионовича, поэтому точно подпишитесь, нажмите на колокольчик и пишите комментарии. До новых встреч. Пока.